Здравствуйте, друзья! Солнечное божество древних славян. Купала, верное произношение Купайла или Купайла, древнеславянское солярное божество, олицетворяющее собой апофеоз активной творящей энергетики солнечного света. Образ Купалы, как метафорического образа первородного стихийного огня, неразделим с образом его сестры и жены Костромы, воплощение стихии воды. Наш ролик про Кострому вы можете посмотреть по ссылке в описании. Строго говоря, это единственный акт запретной любви, и то случайный, в древнеславянской мифологии, что в определенной степени отличает верования наших предков от любых других религиозных систем. Например, иудейской, где браки между кровными родственниками как минимум считались нормой. Древняя легенда гласит, что бог таинственной луны и неистового огня Семаргл Сварожич, являвшийся к нашим далеким предкам в образе крылатого пса, считался бессменным хранителем небесного очага. Могучий и неодолимый с огненным мечом в руке, он неусыпно защищал солнце от земного зла, не отлучаясь от него ни на миг. Но суровое сердце Семаргла вовсе не было высечено из камня, как полагали другие боги. Семаргл пылал искренней страстной любовью к богине ночи Купальнице и знал, что его чувства взаимны. Купальница ежедневно звала своего возлюбленного к берегам прекрасной Ра-реки, древнее славянское название Волги, хотя и понимала, что Семарглу нельзя покидать небо. Но однажды, в день осеннего равноденствия, в душе Семаргла чувство любви затмило собой чувство долга. Бог покинул небесный пост и спустился к Ра-реке, чтобы обнять наконец свою возлюбленную. И с этого момента ночь стала понемногу отвоевывать у солнца лишние минуты, становясь все длиннее и длиннее. Спустя 9 месяцев, в день летнего солнцестояния, у Семаргла и Купальницы родились дети – Купала и Кострома. Бог-громовержец Перун был весьма рад за своего брата Семаргла и преподнес новорожденным необычный подарок. Перун вложил частицу своей силы в никогда не цветущий папоротник, и дивной красоты цветок подарил детям Семаргла и Купальницы. Дети Семаргла и Купальницы росли крепкими, здоровыми и ласковыми созданиями. Но однажды случилось несчастье. Берега Ра-реки издревле были излюбленным местом обитания птицы Сирин, темного воплощения бога мудрости Велеса. Птица Сирин знала много древних красивых песен, а ее голос был настолько прекрасен, что однажды, услышав его, ни человек, ни бог не могли не возжелать услышать его вновь. Семаргл предупреждал об этом своих детей, но молодой Купала, уверенный в своей несгибаемой воле, однажды ночью убежал от сестры и родителей, чтобы послушать песни Сирин. Не в силах противостоять колдовскому голосу темной птицы, Купала следовал за ней, пока не попал в Навь, мир усопших. Много лет Семаргл и Купальница искали своего сына, но так и не нашли его. Прошли годы. Кострома из лучезарной и милой девчонки превратилась в ослепительной красоты молодую девушку. Но сколько удалые молодцы не звали Кострому замуж, она не пожелала отдать свое сердце ни одному из них. Она сплела прекрасный венок и, надев его на голову, объявила, что будет женой того, кто сумеет отобрать у нее этот венок. Но ни один из молодцев, пожелавших обладать Костромой, не сумел отобрать у нее венок, собранный из полевых трав. И однажды Кострома вышла на берег Ра-реки и, вскинув голову к солнцу, прокричала: «Смотрите, боги, нет на этой земле никого, кто истинно достоин меня!» И в следующий миг могучий порыв ледяного ветра сорвал венок с головы Костромы и бросил его в реку. И каково же было удивление Костромы, когда она увидела, что венок упал на воду недалеко от лодки, в которой сидел молодой и красивый незнакомец. Парень подобрал венок и принес его Костроме, которая была очарована нежданным женихом. Вскоре решено было сыграть свадьбу, ибо нерушимые узы искренней любви связали молодых, едва они впервые увидели друг друга. Но на утро после свадьбы Семаргл и Купальница вдруг узнали в муже Костромы своего потерянного сына Купалу, который чудом сумел вернуться из Нави и много лет скитался по земле в поисках своей семьи. Кострома и Купала, осознав, что они родные брат и сестра, не смогли вынести мысли о том, что их любовь совсем не родственная привязанность, а настоящее глубокое чувство, так редко возникающее между мужчиной и женщиной.
Взявшись за руки, Кострома и Купала вышли на самый высокий берег Ра-реки и бросились в ее жестокие свинцовые воды. По другой легенде, Купала сжег себя в костре, а Кострома, не выдержав этого, утопилась. Купала погиб, а Кострома стала мавкой. Она поселилась в самом гибельном омуте Ра-реки. Едва она видела одинокого парня, идущего вдоль берега, она тут же оборачивалась прекрасной девушкой и заманивала его в омут. Затем, понимая, что очередной молодец вовсе не Купала и все равно не сможет утолить всепоглощающее пламя тоски, навек поселившееся в сердце мавки, она бросала его и уплывала прочь. Боги сжалились над мавкой, они вернули ей Купалу из мира усопших и навеки сплели их тела воедино в образе прекрасного цветка, который гораздо позже христиане стали называть Иван да Марья. Хотя изначально цветок носил совсем другое название – славянское, не имеющее в своем составе еврейских имен. Настоящее славянское название этого цветка – Купала да Мавка. Так Купала стал символом искренней, нежной, достойной, но вместе с тем трагической запретной любви. Его образ является своеобразной аллегорией стихийного внутреннего огня, жизненных сил человека и всего мира. Безусловно, Кострома в данном аспекте выглядит явным воплощением водной стихии, более динамичной и в большей степени созидательной. То есть налицо метафорическое повествование о единстве двух противоположностей, в сущности которых заключена основная загадка и в то же время ключ к пониманию мироздания. Две фундаментальные мирообразующие силы стремятся навстречу друг другу, и хотя они на первый взгляд разнополярны, на деле оказывается, что у них один исток, а потому они априори едины. То есть сущности этих сил имеют один и тот же вектор, один и тот же заряд, а значит, они обязаны оттолкнуться друг от друга. Такова великая истина, скрытая нашими далекими предками в, казалось бы, абсолютно простой, хоть и красивой легенде. Конечно, Купала здесь это мужское божество, идеализированный образ молодого, сильного, красивого и волевого потомка могучих первородных богов. Фактически Купала – это некий метафизический макрокосм человеческого порядка, стоящий вместе с тем несоизмеримо выше самого человека. Таким образом, Купала является одним из важнейших мифологических символов религиозной системы наших далеких предков. В нем тонко сплелись элементы законодательного уклада славян, их представления о чести и справедливости, а также неизменные мотивы всепобеждающей силы Солнца. Вероятно, день свадьбы Костромы и Купалы приходился на их же день рождения, день летнего солнцестояния. А потому совсем не случайно этот день славяне почитали как один из крупнейших праздников, наряду с Новым годом. В этот день, а точнее в эту ночь, разжигали костры и купались в реках, объединяя в одно целое две непримиримые стихии. Прыжки через открытый огонь и омовение в проточной воде очищали от любой хвори физического и духовного зла. Рубашка больного, брошенная в огонь, неизменно вела к выздоровлению, а любовь, вспыхнувшая между двумя молодыми в этот день, считалась священной и благословленной самим солнцем. Любопытно, что христиане, на протяжении многих лет насаждавшие по всей территории Руси свою религию, не сумели окончательно побороть в людских сердцах и душах всю жизнь утверждающую суть дня летнего солнцестояния. Новая религия не смогла одолеть великие и нерушимые традиции, дарованные славянам ариям их далекими предками сотни тысяч лет назад. Тогда христиане применили свое излюбленное оружие – беспринципную хитрость. День рождения христианского святого Иоанна Крестителя или Иоанна Предтечи, родоначальника сей нетривиальной религии, приходится на 24 июня. При этом день летнего солнцестояния в соответствии с положением Земли относительно Солнца выпадает ежегодно на 20, 21 или 22 июня. Разница в пару дней невелика, если речь идет о промежутке в десяток веков. Так христиане совместили два праздника, и с течением времени отличить один от другого стало попросту невозможно. И сейчас, спустя 1000 лет, ни у кого даже не возникает вопроса, откуда, собственно, у древнего славянского бога Купалы появилась приписка в виде еврейского имени Иван. Хотя для людей мыслящих, сохраняющих в своей душе и в своем сердце истинные традиции своих предков, этот вопрос, конечно же, не стоит. Для таких людей Купала – символ всепобеждающего солнечно-звездного света, чистой крови, искренности и чести великого народа.
Символами купалы являются солнце как таковое, а также любой солярный орнамент или стилизованный образ пламени. Атрибуты подобной символики – жизнь, радость, счастье, победа света над тьмой, а также в сакральном аспекте понимание, обретаемое через страдания. Хочу напомнить, что мое мнение не всегда совпадает с мнением автора статьи. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.